Красное мясо – это лучший продукт для исцеления и ремонта тела после тренировки, стресса и когда организм борется с неблагоприятными факторами внешней среды – холод, сырость, нехватка солнца, нехватка воздуха в высокогорье и так далее. Как практикующий доктор, я ни разу не встречал человека с аллергией на красное мясо. Есть люди, которые плохо переваривают красное мясо. Есть люди, которые просто отказываются от красного мяса, но никогда не встречал человека, у которого была бы аллергия на красное мясо. Многие люди испытывают аллергии на разные другие продукты, на сою, рыбу, глютен, зерновые продукты, на молочку, на орехи. В красном мясе содержится большое количество аминокислот. Практически все аминокислоты в нем есть. Железо, цинка, магний, витамин В1, В3, В6, В12, витамина К, омега-3 жирные кислоты, карнитин дает энергию и участвует в построении тканей, креатин – аминокислота, которая участвует в энергетическом обмене мышечных и нервных клеток. Красное мясо богато доступным и легко усваиваемым железом. Конечно, железо содержится и в других продуктах, в том числе и в растительной пище. Например, для закрытия суточной потребности железа достаточно съесть ломтик красного мяса размером в свою ладонь. А вот если будете это делать с помощью растительной пищи, вам придется съесть 3 килограмма зеленых яблок или килограмм гречневой каши. Снижение железа приводит к анемии, снижению работоспособности, упадку сил, возникновению головных болей, ухудшается состояние кожи, волос и ногтей. В красном мясе содержится витамин В12. В красном мясе много цинка, и примерно 30% цинка человек получает из красного мяса. Цинк необходим для эффективной работы иммунной системы. Доктора тибетской медицины советуют супружеской паре включить в рацион красное мясо перед зачатием. Красное мясо содержит много селена, что благотворно влияет на формирование и развитие фолликулов яичника у женщин и увеличение количества и подвижности сперматозоидов у мужчин. Всемирная организация здравоохранения красному мясу дает категорию 2А по канцерогенезу. Это означает, что красное мясо, возможно, вызывает развитие рака, а именно рака прямой кишки, простаты и поджелудочной железы. Поэтому рекомендуется ограничить потребление красного мяса 350-500 грамм в неделю. Не нужно полностью отказываться от красного мяса, это не является панацеей. И еще, врачи и ученые разных стран увидели прямую связь между потреблением большого количества красного мяса и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний. Это они связывают с тем, что в красном мясе содержится большое количество насыщенных жиров, которые увеличивают уровень холестерина в крови. Я всегда говорю, что рацион питания человека должен быть сбалансированным, поэтому я не рекомендую отказываться от употребления красного мяса, но я расскажу вам, как правильно использовать красное мясо для здоровья. Красное мясо отличается от белого мяса содержанием в нем в большом количестве белка миоглобина. Именно этот белок придает красный цвет мясу. К красному мясу относятся баранина, говядина, свинина, конина, верблюжатина, куриные ножки, голень, утка и гусятина. Как правильно употреблять красное мясо? Первое. Нужно употреблять только проверенную продукцию, то есть свежее мясо. Лучше красное мясо покупать на рынке, в незамороженном виде, свежее. Например, наша семья употребляет красное мясо только привезенное из Бурятии. Мы никогда не покупаем красное мясо в Москве, так как красное мясо, например, баранина или говядина, очень полезно только травяного откорма. Мясо животных зернового откорма очень сильно отличается от мяса животных травяного откорма. Второе. Употребляйте мясо с правильными продуктами, то есть подбирайте правильную пару. Когда вы едите красное мясо, нужно есть много зелени, зеленых овощей, крестоцветные овощи. В нем содержится много хлорофилла, который нивелирует негативные действия и свойства красного мяса. И еще с красным мясом нужно есть продукты, содержащие большое количество клетчатки. Третье. Следите за температурой приготовления. По данным ученых, при приготовлении красного мяса на мангале, барбекю и гриле и при высокотемпературной обработке мяса в мясе образуются гетероциклические амины.
это канцерогенные вещества. Хрустящая поджаренная корочка, которую так любят люди, очень вредно для здоровья. Поэтому красное мясо лучше всего варить, запекать или готовить на пару. Когда готовите красное мясо, не доводите до корочки. Готовьте на более медленном огне. Четвертое. Не размораживайте мясо много раз. Например, нужно мясо хранить в холодильнике маленькими брикетами. То, что вытащили, то и разморозили и съели. Нельзя вытаскивать большой кусок мяса, размораживать, нарезать и снова класть в холодильник. Если будете постоянно так делать, в красном мясе выделяются негативные вещества, меняется структура самого мяса.